На информационном фронте, не так все однозначно. Есть мнение, что эту войну мы пока проигрываем. Вот это сегодня и будем обсуждать с Романом Каплуном, экспертом по информационным технологиям и основателем проекта АТЭФ. Рома, привет. Приветствую. Спасибо, что пришел. Спасибо, что пригласили. Давай, собственно, для начала про проект, и от него уже будем разворачиваться и, так сказать, плясать. Почему бы, так сказать, и нет, да? Что это, как это, про что это? Про АТЭФ. Сам АТЭФ существует уже практически с самого начала войны. То есть первое, чем мы занимались, это разработкой киберсистем. То, что как раз противодействие тем фейкам, которые происходят в мире. Но дальше мы перешли немножко на другой уровень и создали YouTube-канал. Кстати, вот 23 августа, ему получается год, когда вышел первый фильм. То есть мы стали снимать фильмы, свидетельства людей о событиях, связанных с 7 октября. То есть постоянно мы находим новых людей, свидетелей. Мы ездим на разные места, вот Эфаза, и на севере мы тоже были, на разных границах очень часто. Пытаемся попасть вовнутрь, как и в кибуцы, находим героев и максимально детально показываем, рассказываем, как это случилось, что там было. Берем интервью у людей, то есть максимально подробно показываем эту информацию. То есть идея канала первая, это была изначально, это та самая информационная война. То есть и на самом деле видим в комментариях, что меньше пишут, они постоянно меняют риторику, антисемиты и все остальные. То есть, по крайней мере, никто на канале уже не спорит, что 7 октября, как они это делали раньше, это фейк, это вы придумали, это любимая их тема. К счастью, с такими свидетельствами, которые мы показываем, люди не могут поспорить. Их много, разные. То есть сюжет такой, что мы просто даем камеру, микрофон условно, участвуем в дискуссии, человек просто рассказывает, и мы показываем, и даем факты. И мы стараемся такие фильмы по мере возможности, так как это полностью волонтерский проект, раз в 3 недели выпускать. Пока это на русском языке, но мы работаем над тем, чтобы переводить это на разные языки. Абсолютно это надо, но часто об этом спрашивают, не все в наших силах. Опять же, это все своими силами, делают несколько человек, но мы к этому плавно подойдем. И немножко миссия у нас поменялась. Сейчас это стала первоочередная, потому что сама аудитория, Израиль нас навел на эту мысль, все нас поддерживают. Это у нас получается, мы делаем колоссальный большой архив историй. Архив историй, которые увидят там будущее поколение через 10, через 20, через 30 лет. И таких фильмов будет много. Сейчас снято где-то 20. Мы хотим ускориться, то есть, может быть, их будет 100, может, их будет 200. И надо ускоряться. Потому что, я вот скажу, за 2 года все сложнее и сложнее находить героев, людей, потому что люди все меньше хотят об этом говорить, хотят забыть. Кто-то психологически до сих пор не может с этим справиться и говорить, но мы и не настаиваем, естественно. Следы той войны, вот наши, трагедии 7 октября, они потихоньку, уходят. То есть взять какие-то кибуцы, уже часть там сносят, застраивают новым, и так далее, и так далее. Кто-то, к сожалению, большому, там не доживает, и вот мы знаем там о суициде, каких-то вещах. И мы хотим успеть. И то есть мы хотим показать этих героев, этих людей, и оставить это будущим поколениям. Это то, чем сейчас занимается АТЭФ, основатель. С точки зрения работы проекта, это такая, по сути, журналистская работа, продюсерская, вы ищете героев, договариваетесь, снимаете интервью. Абсолютно верно, это очень большая работа. Я скажу так, у нас очень качественный, скажем так, продукт, то, что видят люди в Ютубе, камеры, звук, потому что мы профессионально подходим, но по факту все, что вы видите на экранах, делают всего 2 человека. Делаю я и продюсер канала Зоя Альберт Кац. То есть у нас распределены немножко обязанности. Для понимания, для аудитории, Зоя, она как раз занимается организацией сейчас. Вот она зашла с Нового года. Она была героиней фильм про голландские высоты, когда мы снимали про погибших детей, русских 12 детей. Она это на стадионе. Да, мы снимали фильм про этот стадион, говорили с родителями погибших детей. Она с голландских высот. И она присоединилась к проекту, то есть она занимается поиском, она берет разрешение, если надо, пресс-центр полиции, ЗАКа, МАДА, то есть она знает все официально, ищет героев, договаривается, делаем маршрут, едем и пишем иногда день, иногда 2. То есть это очень-очень большая работа. С утра выезд там в АТЭФ. Зоя, учитывая, что ездит с Голланд, она едет. Да, это очень такая серьезная и большая работа, которая отнимает
я уже нет у меня в лексиконе свободное время, все время уходит туда. И дальше мы в Zoom, как это происходит онлайн, делаем тот же монтаж, то есть делаем раскадровку, еще чего-то. Зоя озвучивает на русском, если у нас гости на иврите, она переводит. И вот так ночами в шаббаты, и вот это вот мы делаем, не останавливаемся. То есть вот такой проект мы тащим. Это изначально, понятно, не про деньги. Нет. Но это набирает обороты какие-то, прогресс какой-то. Монетизацию или что-то вот в этом плане? Я имею в виду, что в любом случае, меня интересует в данном случае аудитория, да, по количеству подписчиков. В любом случае это может вылиться в монетизацию, которая не для прибыли, а для внутреннего производства. Я понимаю вопрос, скажу, как это происходит. Все, что мы делаем, так как это волонтерство, это полностью за наш счет, личные деньги, мы работаем, мы вкладываем. Что касается вопроса на Ютубе монетизации, к сожалению, там большие проблемы у нас с Ютубом. А сейчас у нас порядка 18 тысяч подписчиков. Это немного связано с тем, что контент достаточно тяжелый. Но при этом охват и рекомендации у нас достаточно для такого количества подписчиков хорошие, потому что мы умеем работать с Ютубом. И эту всю работу мы проделываем, и с Ютубом есть проблема с монетизацией, да, если об этом. Потому что контент жесткий. Иногда нам приходится фильм перезаливать по 10 раз, вырезать. Вот это вообще отдельная работа, которую даже не подозреваю. То есть это речь о violence, Там он может докопаться к чему угодно. Он может докопаться к обложке, он может докопаться к ключевому слову, там, все что угодно. И вот даже описание иногда приходится, мы прогоняем через GPT-чат, еще что-то, по предложению, чтобы не забанили. И вроде все сделал, вроде все раз, ограничения. И он не говорит, по какой причине. Ограничения. А что значит ограничение? Понятно, там никакой монетизации. Он ограничивает охваты. То есть он покажет количество подписчиков, и то не всем, и он не даст рекомендованные. И у нас постоянно вот эти ограничения. Поэтому... И там же какое? Рекламодатели, за которых авторы получают там вот эти монетизацию, тоже есть свои правила, где они хотят рекламироваться. Как правило, в таких фильмах, понимаете, да, там все очень скудно, поэтому там есть подключена монетизация, но это из серии, знаете, съездить на съемки, там, на бензин и на сэндвич. Это вот, и то эти деньги не вводятся, они как-то в продвижении. Ну, да. То есть это ни о чем. Живые деньги на поездки, на лицензии программы, на все остальное, это все. Поэтому у нас ни спонсоров, никого у нас нет, к сожалению. Очень хотелось бы как-то поддержать, но мы при этом могли бы делать больше. Но мы зависим от нашего личного времени. Мы можем делать хоть каждый день, ну, условно, но в этом мы очень сильно застреваем. Вот я тебя сейчас, например, спрашиваю по своим ощущениям тебя нынешнего. Надолго вас хватит? Ты знаешь, наверное, как бы это пафосно, амбициозно не звучало, я думаю, что это на всю жизнь. Это настолько стало миссией. Это стало моей миссией. Вот я обрел свою миссию. Вот бывает такое в людях, да, просветление. А у Зои такая же история. То есть мы видим фидбэк, мы видим значимость этого проекта, мы видим, как мы меняем немножко сознание людей в комментариях, потому что еще важно сказать? Люди видят на экране одну работу. Люди не видят вторую часть работы, колоссальную, и мало кто так делает. Это работа с комментариями. У нас есть команда администраторов телеграм-каналов, и там вторая работа, огромная работа, где мы общаемся с аудиторией, где, окей, если это бот или там антисемит, это одна история. Люди, которые пытаются разобраться, мы с ними общаемся, мы им еще что-то объясняем, они переходят на нашу сторону. То есть это вот эта информационная война. И истории, и мы понимаем важность. И уже настолько мы этим заряжены, что хочется больше, максимум охватить, сделать большой-большой архив. Это затянуло очень сильно. Тем более, часто спрашивают, как мы психологически... Вот я как раз... Ты же через все это пропускаешь. Мне кажется, это как врач. Это отдельная история. Вот учитывая, что мы сняли почти 20 фильмов, сейчас несколько фильмов еще в монтаже, мы прошли все психологические, мне кажется, вот скачки серьезно эмоциональные. И сейчас на таком этапе, может быть, там я вот последние полгода, когда, ты знаешь, я это называю вот между собой такой здоровый пофигизм. Да? Нам больно, нам тяжело, да. Но мы... И я за себя скажу, научились отключаться, наверное, как врачи. То есть я отключаюсь в какой-то момент. Это не значит, что я не сопереживаю, что я отношусь там как к чему. Нет.
Но психика уже так работает, что ты уже не настолько это в себе вот это вот елозишь, как первые съемки были. Первые дни, я скажу, да, после первых историй, а мы же обсуждаем самую жесть. Я более того скажу, наши гости часто показывают фото, видеоматериалы, которые вы нигде не увидите, без цензуры. Что-то они снимали на телефон, что происходило 7 октября. Все вот эти ужасные вещи. Мы через это пропускаем. Это было ужасно. То есть первые там дни, это прям очень было тяжело. После новой у меня вообще был какой-то своеобразный приступ психологический. Ну, такая бессонница со знобом, но это все прошло. И немножко с этим успокоилась. То есть достаточно быстро мы выходим из этого состояния, достаточно быстро садимся на монтаж, делаем свою работу. И это еще одна мотивация. Пройдя такой путь, то есть останавливаться вот нам, пройдя такую закалку, точно нельзя. Потому что люди, многие даже не могут смотреть эти наши фильмы. То есть мы стараемся вот это всю жесть убирать, естественно. Не могут психологически, плачут, еще что-то. А мы с этим работаем. Поэтому кто, как не мы, будем продолжать эту тему, конечно. У вас изначально был выбран вектор, как я понимаю, не журналистика в чистом виде, когда, знаешь, как по канонам, обе стороны, одну сторону показал, другую сторону. У вас, в общем, одна сторона и одно направление. Правильно ли я понимаю? То есть здесь нет никакой, с моей точки зрения, отрицательной коннотации. Ну, это просто такой вектор. Показывать все как бы просто с этой стороны. Абсолютно верно. То есть у нас есть принципиальная позиция, что важно сказать. Это важно подчеркнуть, мы полностью независимы. То есть мы решения принимаем вместе. Мы не связаны ни с какими партиями, ни с какими силами. Абсолютно нет. Да, есть своя какая-то позиция в Израиле, естественно, как у любого гражданина. Да и любого человека. Вот. Но это не для канала. То есть у нас есть правило, допустим, мы не говорим про политику израильскую внутри канала, потому что мы показываем миру, мы показываем тем же антисемитам, исламистам, что происходит в нашей стране, кто прав, кто виноват, внутри, допустим, да, как часто обсуждают, это информационная война. Мы этого не должны им показывать. Мы не должны показывать, как мы ругаемся, либо мы что-то выясняем, потому что для них это просто мед. Да? Они и так за нами следят, я имею в виду за Израилем, что у нас происходит, как что-то там, кто-то с кем-то борется, они этому радуются, выставляют против нас. Нет. Мы говорим о нашей трагедии. Конкретно о том, что случилось, показываем места. И опять же даем, как я сказал, там камеру, микрофон свидетелям, которых мы тоже стараемся проверять, безусловно. А они рассказывают, мы показываем вот-вот-вот. Из серии «Верьте, не верьте», да, это ваш выбор. То есть это, да, это не такая журналистика, что мы там прям начинаем копаться, а почему, а что. Да. Очень много гостей говорят с нами за кадром. Скажу честно, очень много, что-то не входит, рассказывают какие-то вещи, которые по разным причинам мы не ставим. Это больше все-таки для внутреннего просмотра, которым еще можно поделиться, у нас смотрят извне. И что-то выносить наружу мы не можем себе этого позволить. Поэтому, да, это формат такой документалистики, наверное, так это правильно назвать. То есть вот история того или иного кибуца, того или иного события. У вас, поскольку сейчас все на русском языке, да, предполагается, что это русскоязычная аудитория. У тебя сложилось какое-то свое мнение о русскоязычной аудитории, ну, и в Израиле, и вне Израиля? Нет такого ощущения, что русскоязычная аудитория, она такая, мы политикой не интересуемся? Такая она больше про бытовуху, ну, как бы, знаешь, приехали, выжить. Я понимаю. Даже те, кто, мне кажется, давно приехали как-то, или я ошибаюсь? Ты знаешь, это такой немножко наболевший вопрос, потому что помимо фильмов я слежу за аудиторией все эти 2 года уже практически. Что происходит у нас внутри страны, как русскоязычные мыслят, думают. Про заграницу все такое... своеобразное, скажем так. У нас есть, если мы говорим про комментарии, пишут, допустим, там, с Дагестана, с Узбекистана, с Чечни русскоязычные. Да? Это те, кто мусульмане. У них в большинстве случаев, так сказать, клиническая история, но, в общем, там настолько все промыто, жестко, и что люди абсолютно не слышат, не хотят разбираться, и разговор с ними бесполезный. Кстати, лайфхак небольшой, да, кто видит в комментариях, у них есть такая фишка, это, по-моему, Дагестан и Узбекистан. Когда видите в комментариях любое слово и куча смайликов со слезами, вот это их последняя фишка, то есть сразу можно бесполезно разговаривать. Кто-то их научил, когда ты пишешь «привет» и куча смайликов, значит, у тебя сильная позиция. Но у них свои какие-то... Да, обрати внимание, да, это вообще, это уже сразу... Можно не читать комментариев, то есть
как вы можете, и 15 смайликов со слезами. Это их почерк, нам говорит человек оттуда, что вот кто-то им это придумал, и они считают, что они тем самым сильные в комментариях. Но То есть это почти такая же печать региона, как и Да. там слово «Дон». Да, это уже печать, мы уже их отличаем по почерку, по ошибкам, я не знаю. И там все плохо. Они очень активные как раз в сети. И вы должны понимать, что мы слышим тех, к сожалению, вот это, знаете, тоже большой фейк. Я сейчас чуть-чуть, извини, сменю тему. Да, такой фейк, в который заставили нас поверить, но я скажу прямо и открыто, фейк, что они любят мир против вас. Это глобальный обман. И я это пишу на канале, есть еще блог по информационному. Мир не против нас. Адекватный мир, а его большинство, он не против нас. Мы слышим тех, кто больше всего орет в сети. На митингах, да, вот там, еще, кто больше кричит, визжит, мы их видим. Кто больше в комментариях там нас проклинают. И мы только их и видим, не считая еще бот-фермы, вот эти всякие боты. Да. Это вообще отдельная история. И нам кажется, создается впечатление, что вся сеть в этом. Но это неправда. Люди, которые все понимают, адекватных, их больше, и они не кричат, они молчат. Иногда они просто поставят лайк, они не комментируют. Особенно в Европе. Мы общаемся с Европой, там, США. Они не хотят себя идентифицировать. Может быть, в этом проблема? Боятся в этом. Да, и создается впечатление, это что... же проблема не только в Европе. И с другой войной проблема абсолютно в том же самом. Абсолютно верно, да. И это просто вот это обманчивое впечатление. И вот возвращаясь к твоему вопросу, вот мусульмане там в России, там в СНГ, они вот это очень громко орут. Людей, которые русскоязычные, при этом они не мусульмане, их тоже почерк виден. И, скажем так, 50 на 50, которые действительно, я не скажу, что не хотят разобраться, но они пишут как-то так очень нейтрально, все-таки они выдерживают позицию свою, но все-таки с ними еще как-то можно разговаривать. Поэтому я бы вот разграничил их 50 на 50, если мы говорим про заграницу. Спасибо, что остаетесь с нами. Вы на программе «Сделано в Израиле», и мы продолжаем. Ты говорил про аудиторию, да? Русскоязычную. Как она реагирует и как ты реагируешь на то, как она реагирует. Да, все правильно. Мы поговорили, да, про заграницу. Вот что касаемо русскоязычной аудитории в Израиле. В целом, опять же, если судить по комментариям на каналах, на канале, то аудитория максимально к нам лояльна каналу. Его часто пишут, что это самый честный там YouTube-канал, потому что, опять же, без политики, без какого-то нашего вмешательства, анализа, то есть аудитория понимает, что мы делаем. Подожди, не пишут в ответ, что подождите, вот сейчас же, я не знаю, там столько демонстраций, вот заложники, вот семьи заложников, пишут. Остановить войну, а вы про это ничего не говорите. Смотри, попытки такие есть. Честно скажу, вот это тоже важно добавить ремарку. Мы принципиально, из позиции канала, мы стараемся не удалять комментарии. Даже оскорбительно. YouTube, кстати, сам много блокирует. И иногда пишут, что вы удалили комментарии. Мы не удаляем, YouTube сам фильтрует. Но у нас есть правила, и мы об этом говорим. Мы не обсуждаем внутреннюю политику. Мы не обсуждаем это не потому, что мы не хотим. Потому что это очень узко. Вот знаете, как есть фокус какого-то действия, и мы не распыляемся, мы не должны рассеивать внимание аудитории. Мы концентрируемся на этом. То есть в этом наша уникальность. Может быть, я и с удовольствием бы поговорил, и заложники, и все, конечно. То есть я как человек неравнодушный, занимающийся этим 2 года, также все это переживаю. Но мы не должны уводить аудиторию. Поэтому, когда начинают действительно уходить глубоко в комментариях в эти истории, мы просто некоторые комментарии приходится удалять, либо делаем предупреждение ни к чему. По сути, про фильм, какие-то там пожелания, все что угодно, это очень важно. Без автопа. Да, также пытаются, не так часто это происходит, война Россия-Украина. Тоже начинают прям там, ребят, стоп, у нас своя война. Мы вам сочувствуем, все это вообще отдельная тема. Вот канал посвящен этому. Пожалуйста, давайте фильтровать. Вот. Ну, опять же, что касается аудитории, разные комментарии, в том числе бывают люди, которые не понимают, зачем мы это делаем. То есть вот из позиции, что это все бесполезно. А зачем? Это тоже, по факту, они нам мешают работать. Да, эти люди, вот я всегда говорю, мы не проигрываем информационную войну. Это война. Проиграть, это значит, для меня это финальный звонок. То есть свисток, все, мы проиграли. Либо проиграли, это значит сдаться. Ну хорошо, в динамике. Вот мы на правильном пути, мы на пути к победе или на пути... В динамике я
смотрю немножко... Смотри, я не люблю это, я оптимист, еще там не оптимист, я реалист, но я просто уверен, что мы к победе придем рано или поздно. У нас вариантов другого нет. Я вижу, как люди, там, как мы, не только мы, как там отчасти государственные какие-то структуры, с этим пытаются бороться, как люди в Европе, там, в США начинают включаться немножко в происходящее, потому что если мы посмотрим, что происходит в Европе, то вот опять же говорят, там информационную войну проиграли, смотрите, в Европе там мусульмане. Так я говорю, это не мы проиграли, это Европа проиграла. Это их проблемы, они это допустили. Пусть с этим теперь, они пытаются давить на нас. Немножко по-разному надо смотреть на вещи. И люди, которые недовольны, понимают, что происходит, они начинают включаться. То есть силы изначально неравные. Они, безусловно, неравные, потому что я не раз об этом рассказывал, что 7 октября это была кибервойна, это была подготовка, это мощнейшие атаки 7 октября по всему миру, включились ботафермы, и 7-8 пошли эти митинги. Это тяжело. Сейчас с разными способами пытаемся выравнивать. Силы до сих пор неравны. Тяжело, но мы бьемся. Вот что важно. Мы бьемся. Я не говорю про себя, вообще, кто этим занимается. И ни в коем случае нельзя опускать руки. Люди, которые начинают в комментариях писать, зачем мы проиграли, я всегда говорю, вот вы так считаете, вот хотя бы не мешайте нам работать. Вот не мешайте работать другим. Давайте мы будем это делать. Не так страшны противники, как равнодушные. Все верно. Это как на поле боя, да, там ты идешь, там люди идут воевать, а тебе там сбоку или сзади орут, зачем ты воюешь, это бесполезность. Информационный фронт — это тоже фронт. Да, он не такой кровавый, как, конечно, где у нас сейчас ребята, но в целом это тоже битва. Это тоже битва. Надо понимать, что говорить. Слово, оно тоже может убить. Надо понимать, что писать, зачем следить. И не допускать ни в коем случае, чего я не допускаю на канале, когда от нашей аудитории идет какие-то вот эти... Нам важно показать единство. То есть мы за Израиль, мы за наш народ, мы едины, мы объединены сейчас этой трагедией, мы бьемся, и мы, конечно, победим. Если говорить про аудиторию, я хотел тебя спросить про североамериканскую русскоязычную аудиторию. Наверняка из Северной Америки тоже пишут. Они как? Они, наверное, довольно умеренные, или я ошибаюсь? Ты знаешь, вот мне трудно оценить тех, кто, допустим, если есть против, с Америки, такие не пишут. Я особо не наблюдал и в сети, хотя за соцсетями мы тоже до сих пор следим. Если, опять же, про канал. Про канал с Америки пишут очень много, и очень серьезная поддержка. Очень серьезная. Говорят, во-первых, спасибо. Говорят, что таких историй нигде, никто мы не видим, мы не можем найти. Потому что, опять же, в чем уникальность, да, мы делаем. Не то, что как в начале там, войны сняли, может быть, какие-то каналы или кто-то фильм про... И все, это ушло. Мы постоянно напоминаем. Больше и больше историй. Люди подписываются, они пересылают. Они видят новые факты, они видят действительно масштабы. В последний какой-то фильм 2 или 3 людей нам написали конкретно спасибо. Мы были на стороне там серии «Хамас». Люди писали большие сообщения. Типа, ребята, вот сейчас окончательно моя позиция поменялась. Израиль, я за вас. Да. И понимаешь, вот ты сделал фильм, и даже один такой комментарий, ты просто понимаешь, что ты не зря вот делал этот фильм. Я говорю, вся даже мышление одного человека ты поменяешь, это глобальная работа. Это уже победа. То есть нас 2 человек, мы вот это делаем. А если бы там каждый по мере возможности что-то делал, это бы насколько бы мы могли все поменять, потому что, к сожалению, в информационной войне мы предоставлены в основном, я имею в виду, граждане Израиля сами себе, как бы это ни звучало. И вот возвращаясь к Америке, то люди тоже поддерживают, они пересылают. Очень просят переводить на английский. Нас просили и на китайский, и на португальский, и вот так на все языки, и на китайский просят переводить. Но я могу прокомментировать этот момент, опять же, про языки, это важно, да, если тем более люди смотрят из Америки. Я хочу просто прояснить. К сожалению, мы не всесильные, то есть мы снимаем фильм, 2 человека, я подчеркиваю. И операторы мы, и звукооператоры, и свет, и водители, и все это мы, и монтажеры мы. И мы идем дальше, у нас очень много работы. То есть такие фильмы монтируются иногда по 3 месяца, мы за неделю, за 2 пытаемся это сделать, очень качественно. И мы идем дальше. Делать
перевод на другом языке, первое, это надо делать не просто субтитры, надо делать озвучку голосом. Конечно, да. Понимаешь, чтобы это было красиво. Да. То есть мы хотим на французском. Надо найти человека, который знает французский. Надо подготовить перевод. Надо найти студию или где-то, кто человек синхронно запишет. Ну, конечно. Надо кого-то, кто это смонтирует. И это точно такая же огромная работа сделать на одном языке. И мы физически не можем. И я всегда призываю, когда нам говорят, я могу вам перевести, или я могу... Мы ищем, на самом деле, пользуясь случаем, какую-то команду, некий продакшн, который просто возьмет на себя эту часть, и просто мы даем материал, нам дают уже на иностранном языке, и мы это продвигаем. Пока мы не можем разорваться, опять же, нас 2 человека. Если мы застрянем на переводе одного фильма, мы потеряем время, какую-то следующую историю, это пройдет месяц, и мы не можем, мы утонем в этом. Но мы это будем делать, если не будет такой помощи, найдутся, но рано или поздно, я понимаю, мы к этому придем. С отставанием, но куда деваться? Да, действительно. Смотри, ты уехал в 17-м году. Да. Из России. Остались друзья? Ну, остались, да, немного, но остались. Я хотел тебя вот о чем спросить. Мы часто, я не знаю, как тебе, у меня случались за те 3 года, которые я здесь, особенно после начала войны, у меня случались ситуации, когда мне приходилось говорить со своими товарищами, довольно близкими, которые, в общем, занимают вполне себе мою позицию по украинской войне, но при этом не мою позицию по войне израильской. И мне приходилось, я пытался, вы же нормальный. Я пытаюсь говорить, и я понимаю, что... Бесполезно, как-то сложно. Не назову это бесполезно, но сложно. И я поймал себя на том, что я слышу абсолютно тот же довод, который я слышу и про украинскую. Вы все врете. Конечно. И на этот довод нету ни одного контрдовода с моей стороны. Я понимаю, что я никогда ничего не докажу. Этот довод невозможно оспорить. У тебя были случаи, когда ты с близкими людьми, с знакомыми людьми это обсуждал? Ты знаешь, я, честно, не вспомню таких случаев, я объясню почему. Когда началась, это, кстати, информация, может быть, немножко эксклюзив, только кто меня знает. Когда началась война в Украине в свое время, я уже был давно в Израиле, то есть я начал свою, публицистику в социальных сетях про все, что я думаю про эту ситуацию. То есть я называл вещи своими именами, что Россия напала и так далее, и так далее. И делал сторисы, посты. Меня очень сильно это возмутила, вся эта ситуация. Я видел, что происходит, и куда это все идет. Ты приехал задолго до полномасштабной войны, но, в принципе, ты уже приехал... Ты уже приехал во время начала. 17-е, да, конечно. И... я начал об этом говорить. Не было канала, но я начал в соцсетях. Я тебе скажу так. У меня вот как раз уже произошел отсев. Тогда, на тот момент, у меня отсеялось за сутки, я не знаю, наверное, 1000... У меня не было там сотни тысяч подписчиков, там несколько тысяч. Наверное, порядка 1000 подписчиков, тех самых друзей, знакомых, которые начали меня читать, а я все говорил четко в глаза, все, что я по этому поводу думаю и как я думаю. Они просто попытались... со мной какие-то баталии, с кем-то я общался, с кем-то нет, просто отписались. Вот это все, вот эта вся история, они на меня отписались. Стала приходить другая аудитория. Я свою позицию не менял. Да. Я об этом говорил каждый день, через день что-то я в соцсетях. В основном это было в Инстаграме. И потом случилось 7 октября. Естественно, как я гражданин своей страны, как патриот, я полностью переключился на нашу войну, и это правильно. То есть все, ребята, у нас своя война, я занимаюсь этим. И люди, те, кто был со мной вот в период той войны, лояльные ко мне, понимающие, думающие, они писали, согласны с моей позицией, люди, живущие в России, что они думают, я имею в виду про вот Россию, Украина, война. И они остались со мной так же точно здесь. Да, абсолютно. То есть, а вот не было разделения, нет, что вроде там, нет, здесь вот... потому что вот люди, которые те самые
адекватные, не знаю, как еще назвать, которые не Что ж вам всем так везет-то, а? не подвержены пропаганде. Они видят мои выступления, они видят канал. То есть они периодически задают вопросы, они через меня, вот те люди, подписчики, изучают ситуацию. То есть что происходит. И, в принципе, я вижу по комментариям, по личным сообщениям, вся поддержка есть. Поэтому кто-то из знакомых, друзей, таких там, чтобы кто-то со мной начинал какие-то споры, такого у меня не было, к счастью. Может, из вежливости просто? Нет, я вижу, что нет. Может быть... Я не понимаю, как так происходит. Вот на твоем месте сидело много людей, которые приехали не так давно. Каждую я спрашивал, и каждый говорит, да нет, у меня таких нет. Такое ощущение, что здесь, в этой студии только я один с этой проблемой. Я не могу сказать, что у меня их много, но у меня есть реально люди, которые мне очень приятны, которые... Я, на самом деле, не рву с ними отношения. Я понимаю, что для них это, в общем, чужая война, они далеко, да, они могут иметь возможность как бы в силу географической удаленности и непричастности прямой там, смотреть что-то, читать что-то и так далее. Ты знаешь, ты, может быть, сказал, кстати, одну интересную вещь, что из-за вежливости не пишут. Я вот сейчас что-то подумал. Может быть такое, что читают, но и может быть у них другая позиция, такое вероятно, но мне в открытую что-то не пишут, не говорят. Поэтому, может быть, читателей много, может быть, кто-то смотрит и говорит, да, понятно, говори. Может быть, вполне. Про информационную войну еще хотел с тобой поговорить как таковую. Как ты считаешь вообще, можно ли в такой войне, не знаю, не победить ли, но, по крайней мере, как-то вести ее на равных? Я почему спрашиваю? Просто ведь война как бы с той стороны информационная, она война на разрушение. Да. И разрушать же всегда легче. Нападать легче, чем защищаться. Нападая, ты знаешь, что ты будешь делать. Защищаясь, ты не знаешь следующий шаг твоего противника. Вот то, что в основе этого лежит «вы все врете», вот такие доводы, да, когда Тунберг сюда приплыла, да, не пришла, а именно приплыла, и когда она написала, что нас пытались заставить посмотреть пропагандистские фильмы, мы отказались. Да. То есть, как бы против... Как с этим бороться? Вопрос хороший, сложный. Вот как сейчас происходит, чуть-чуть больше усилий. У нас нет вариантов, опять же, я всегда говорю, у нас нет другого варианта, как выиграть. То есть все для этого надо делать. У нас, надо понимать, как это все работает, у нас действительно неравные силы до сих пор. Я больше говорю про социальные сети. Да, есть еще медиа, кстати, про газеты я сейчас отдельно еще тоже скажу интересную историю, как это все создается. 2 миллиарда мусульман, кричащиеся, что это религиозная война, что это мы начали, вот это дети, вот это все, что они любят. Это те самые орущие люди. Эти люди, которые сейчас занимают политические посты, те же в Европе, да, там какие-то места, они управляют. Они управляют бизнесами, в том числе они имеют управление там в медиа, они сидят в Википедии. То есть ими движет серьезная вот эта вот религиозная история и та же вот эта вся промывка. С этим сложно. Это кричащие люди. И опять же, как я сказал, те, кто за нас, они молчат. В основной своей массе. И это проблема. То есть нам тяжело их разговорить, выйти на эти демонстрации, еще что-то, тяжело. Потом, если мы говорим про, я начал про СМИ, телевидение, радио, газеты, я просто приведу пример, как это иногда происходит. Ты сам, как журналист, тоже понимаешь все эти вещи. Есть одна, я не буду называть именно чего, некая газета в Европе, локальная, неважно. Человек, по-моему, главный редактор, который полностью понимает, и он понимает, где правда. Он понимает, что Израиль прав. Он все знает. Он журналист, он все изучает. Но просто есть там в редакции люди, которые мне рассказывают, как пишутся заголовки. Когда сидит там из совещания, еще чего-то, понимая, что происходит, он говорит, так, нам нужен кричащий заголовок. Кликбейт. В Газе умирают дети, все наоборот. И там из серии зачем, почему?
А это чисто бизнес. Люди, он говорит, окей, я все понимаю. Ребят, какие у нас рейтинги? Ребят, как идут рекламодатели? Вы что, мы сейчас в топе. Мы должны поддерживать это. Им, прости, по барабану все Nothing personal, just business. Абсолютно верно, как и соцсети. Вот как люди. То есть от того, что они внутренне где-то там против нас, это не факт. Они, может быть, за нас. Говорят, Израиль, давайте. Но бизнес, да. Они, может, и не думают. Они даже. не думают, да. Но в своем бизнесе, и это вот реальная история, они говорят, надо показать там вот это все, что любят, и у них поднимаются рейтинги. То есть это вот так используется против нас. Как бороться с этим, если отвечая на вопрос? Я не знаю, как с этим бороться, с человеком, главным редактором какой-то газете в Европе, как ты с ним будешь бороться? Да никак. А он формирует мнение общественности, да, то есть люди, которые читают, они верят, и чаще всего аудитория, к сожалению, она думать не любит. Это как, знаешь, в рекламе, в маркетинге, когда маркетологи заставляют тебя купить тот или иной как продукт. там Богдан Титамир говорил, people have it. People have it. Люди не хотят думать. Их такой маленький процент. Люди не хотят проверять информацию. Понимаешь, когда 1000 публикаций в одном смысле там против нас, и одна проскочит где-то там вот наша правда, то ну кому ты поверишь? Они скажут, здесь 1000, здесь это, я даже проверять не буду. Ну да. Я посматриваю какие-то каналы, их очень много, я вот какие-то отдельные посматриваю, англоязычные, где израильтяне очень часто репатрианты из Англии, из Америки, приехавшие сюда, они, собственно, занимаются тем, что в какой-то вот рулетке, чат-рулетке, в стримах они пытаются, значит, общаться и что-то говорить и доносить. У кого-то лучше, у кого-то интереснее, у кого-то менее интереснее. Но их очень много. Русскоязычных практически нет. Ну, вот так вот. Это, как ты думаешь, это вот свидетельство того, что аудитория меньше русскоязычная, в принципе, или... Смотри, вот я скажу такую вещь. Извини, это же просто я смотрю англоязычные, да, и я вижу, что есть случаи, когда даже на том конце сидят мусульмане и такие пропалестински настроенные. Я очень не люблю какие-то примитивные пропалестинские, но дабы понимать. И они задумываются, говорят, да, серьезно? Коран открыли? Ой, Израиль в Коране. Я объясню тут несколько пунктов. Во-первых, людей, которые, среди русскоязычной аудитории, которые в целом хотят этим заниматься, которые чувствуют это тоже отдельная больная тема, которые чувствуют необходимость этого, которые чувствуют себя патриотами там, и сионистами, вот таких, их не так на самом деле много, которые готовы биться за Израиль, за нашу историю, за наше будущее. Кто-то думает, по стороне, кто-то думает, я уеду, разные настроения. То есть даже человек, который мог бы это делать, он держится в стороне. Такие, они есть, я не осуждаю, каждого выбирает для себя. Есть еще вторая сторона. Этим заниматься действительно сложно физически. Ты, может быть, бы и хотел, но ты должен уметь говорить. Ты должен изучать вопрос. Ты должен быть экспертом в этом деле. Их не так действительно много. То, что сказал, в других языках их больше, потому что количественно их больше, допустим, чем русскоязычных в Израиле. В мире больше там других языках, кто за нас. И там есть профессионалы и специалисты. И на самом деле лучше пусть делают они, чем, простите, кто плохо разбирается, или тот, кто проиграет на этой площадке. Потому что чат-рулетка — это битва. Да, безусловно. Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. И там надо жестко, аргументированно, чтобы ты вышел победителем. Но если ты туда залез и ты проиграл, это плохо. И люди... не все с этим справляются. Во-первых, не все справляются с проигрышем. Да, ты можешь проиграть, но ты встал, отряхнулся, пошел дальше. Не все справляются эмоционально. Люди, которые, я тебе скажу так, пытались в начале войны, некоторые русскоязычные хотели стать блогерами или кем-то, начинали, спрашивали консультацию, как начать, что я говорил, делай. Но я всегда говорил, опять же, работая с аудиторией, будь, пожалуйста, морально готов или готова работать с теми же комментариями. Конечно. Это морально не все вывозят, вообще не все. И человек, у меня был пример, который 2-3 дня делал публикацию, это была девушка, а она, в принципе, до этого была блогерша в другой истории, она сказала: Рома, нет, я не могу.
я прочитала, у меня трясутся руки, я не хочу, пожалуйста, извини. Не-не-не, Вова, ты не должна этого делать. Потому что это не просто комментарии, а это еще словесные и угрозы, и все, потому что, опять же, если Абьюз такой. про меня, да, у меня фильтр, я это все, вот это все вот так. Потому что количество угроз, расправы и здесь, и все, и всего, и просто тонны за 2 года у меня тоже. Это все это есть. Ни один не приехал. Я все приглашаю, говорю, приезжай. И в Израиле, и мы тебя... Ой, ну это сплошь и рядом. И давайте, ребят, вот, ну, приезжайте. И это надо быть действительно, ты столько бойцом, настолько должна быть закалка, чтобы это вывозить. Поэтому, скорее всего, у большинства, опять же, работать с людьми, либо кто это хочет с этим заниматься, не хватает сил, нервов, компетенции, не хватает, наверное, каких-то знаний. Скорее всего, проблема еще в этом только. Последний вопрос, коротко. Как ты считаешь, если фильм, тот фильм, который, так сказать, для закрытого показа был смонтирован, 40-минутный, если его выпустить Свет. условно в широкий, не прокат, но Да, мы понимаем, о чем речь, это изменит ситуацию или нет? Это вообще любимый один из вопросов на каналах, потому что у нас есть одна серия на каналах, где мы с гостем обсуждаем как раз этот фильм. Наш гость смотрел этот показ. Есть другая история, техническая. Во-первых, нет разрешения... Это понятно, да. И никто не задается вопросом, даже если дадут показать технически, как мы его покажем. Вот ты упомянул Грета, которую не смогли заставить показать. Где ты покажешь? Во-первых, все есть в телеграм-каналах. Кто хочет, тот находит. По запросу 7 октября на разных языках. Никто этого не хочет. А дальше ни одна площадка, ты не пройдешь модерацию. Ну, нет, это понятно. Да. Никакое телевидение не покажет, никакое радио. Ты не заставишь главных редакторов. То есть технически заставить людей смотреть кровавый контент, хотя бы технически, да. Ну да, то есть проблема не в отсутствии информации. Проблема. А если бы действительно так взяли все и посмотрели каким-то чудесным способом, в целом какой-то процент, может быть бы, да. Но страшно выпускать, потому что людей в комментариях, которые ищут этот контент со своими извращенными фантазиями, не хочется показывать. Ребят, нет, мы вам точно не покажем. Ром, спасибо большое, что пришел. Спасибо, что пригласил. С Романом Каплуном, экспертом по информационным технологиям и основателем проекта АТФ, говорили об информационных войнах, как в них не проиграть и можно ли вообще победить.